Всем привет, земляне! С вами снова я, Бига. Сегодня будет обзор на новую, свежую Венеру Макфлайтроп третьего поколения Monster High. После первых фотографий я сразу понял, что эта кукла нужна в мою коллекцию новых монстряшек. И вот она у меня появилась, чтобы снять для вас обзор и сравнить ее с первой Венерой. Эта горячая новинка открывает 2024 год обзоров на кукол, поэтому ставьте лайк, пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь, а мы начинаем. Я считаю эту куклу одной из самых лучших Monster High третьего поколения. Давайте посмотрим на ее яркую коробочку. Она, как всегда, выполнена в одном стиле. Здесь мы видим надпись Monster High, переливающаяся всеми цветами радуги. Гламурный арт Венеры, которая улыбается во все свои 6 клычков и в руках держит своего питомца Чулиана. Это зеленый зверечек в горшке, и я совсем не узнаю старого Чулиана. Чулиан – любимец Венеры? Кстати, если вы не знали, кличка питомца Венеры Чулиан переводится как «жувать», потому что он монстрик-мухоловка, а мухоловки очень любят насекомых. Но поближе на этого питомца мы посмотрим в обзоре. Имя персонажа дает отсылку на растение Венерина мухоловка, поэтому ее образ усыпан этим хищным цветком. Венус Макфлайтроп, ее имя обвивают лианы с сиреневыми цветочками. И рядом есть клыкастое растение, которое мы не раз увидим в ее образе. Венера – растение монстр, как и ее дружок Чулиан. Эта новая ученица стоит в коридоре школы монстров, и мы сразу можем заценить ее дерзкий эко-панк стиль. Ее монстр must-have – это учебник по укусологии и специальный спрей для ее новой прически, состоящий из косичек. Символы Венеры кричат о том, что она эко-активистка и защитница окружающей среды. Здесь мы видим листочки, сердечко, влюбленное в планету Земля, крутые аксессуары, фирменные ботинки с клыками, милейший зверечек в горшочке, символ о защите лесов, клыкастый цветочек и ее губки. Потому что у Венеры есть дар убеждения. Чтобы уговорить монстров в школе правильно сортировать мусор. Кто хлам разберет, тому меньше завод. Я уже с нетерпением жду, когда Венеру анимируют в новом мультфильме от Nickelodeon. Потому что сюжет будет заключаться в том, что новый персонаж найдет удобрение и поможет Венере не завянуть. Материалы, из которых сделана эта коробка, не вредят природе, одобрена Венерой. Но если честно, ее жалко выбрасывать из-за такого красивого арта. Пластик для зеленых зло! Открывай и сей добро! Ох уж это пыльца убеждения! Приступим к распаковке. Открепляем блистерные клапаны. Красавица Венера. I'm a winner. I'm a winner. Венерка, сейчас подровняем лепесточки. Малыш Чуля. Зеленые друг друга не бросают. Привет, сестра! Вот матушка природа плодовитая, на одной клумбе выросли. Ура, друзья! Новая Венера на свободе! Она такая крутая! Мне очень нравятся ее волосы, косички. Это ее основная уникальность в третьем поколении. И знаете, я живу в Доминикане, и здесь самая популярная прическа – это как раз-таки такие афроамериканские косички. А еще по материалу они мне напомнили волосы коллекционной Ариэль. Как-никак они с одного мотеловского завода. Только у Венеры это более мягкие жгутики. И первая ассоциация – это, конечно, нитки мулине, которыми я прошивал свой первый ОАК. У Венеры они такие красивые, волнистые, завитые. Чем-то напоминает пышную копну волос Венеры Coffin Bean. Как раз-таки эта яркая заколочка как будто с бобами, а не с венериными мухоловками. И посмотрите, как она отличается от самой первой Венеры. Для меня эта кукла такая ностальгичная, потому что почти с нее все началось. Особенно мне нравится реклама этой новой коллекции студентов, где Венера демонстрирует свои красивые длинные волосы. И никто не ожидал, что в третьем поколении сделают косички. Классное, я считаю, переосмысление. Дизайнеры хорошо постарались. Первое отличие, которое я заметил, что цвет глаз у первой Венеры небесно-голубой, а у новой карий. Хотя у моей виниловой фигурки вообще зеленый. Цвет кожи стал очень яркий.
как и другие цвета в образе, более детские и насыщенные. Как вы помните, раньше у Венеры были промолдированы листочки только на руках. Это были ожоги на ее ручках от ядовитых растений, с которыми она работала в саду школы монстров. А теперь у новой Венеры изящные узоры шипастых лиан красиво промолдированы на ее ножках. Из-за того, что она одета в короткие шортики, особенно видно шипастые лианы на накачанных ляшечках. Эта фишка, видимо, повзаимствована у Венеры второго поколения. А руки у нее жестовые, такие, как, например, у новой Клодин Вульф. И на ручках рельефов растений нету. В своих ручках Венера держит айкофин в растительном чехле с широко улыбающейся мухоловкой. На экране ее телефона мы видим монстрограмм, черепок Венеры и другие приложения, чтобы быть на связи с планетой. Также меня удивили очки Венеры. Они розовые, дужки обмотаны лианами и есть декоративные цветочки. А вот дужки цепляются за большие ушки. Чулиан, ты ли это? Это забавный зверек, похожий на кошечку с хвостиком, на котором растет мухоловочка. И у этого питомца есть капюшон с ушками и панкушеским эрокезом. Питомец забавно улыбается, мы видим его большие глазки, взгляд отведенный в сторону так же, как у хозяйки, черный носик и белоснежная клыкастая улыбка. Горшочек снимается, и мы видим, что у этой маленькой кошечки на тельце промолдированные лианы, так же, как у его хозяйки. На донышке шипастого горшочка есть промолдированный черепок Венеры. Таким образом, питомец держится в горшочке. В комплекте у Венеры есть брызгалка для корней. Ой, то есть для ее волос. Они и вправду напоминают корни растения. Мне нравится красивый арт Венеры с закрытыми глазами на упаковке этой брызгалки. А еще этот спрей с лаймом и ананасом. Как вкусно. Зеленая крышечка снимается, а еще есть держатель для руки куклы. В комплекте так много крутых аксессуаров, но вот подставки, к сожалению, нету. Даже за год не догадались все-таки их сделать. Я поняла. На перекус у Венеры есть спортивная бутылка-поилка, водичка с клубничным вкусом и на упаковке кубики льда в форме черепков Monster High, а также есть сердечко, влюбленное в планету Земля. Венера предпочитает здоровое питание, поэтому у нее витаминный батончик под названием Bites. Сочный укус. Все аксессуары мы можем поместить в ее крутой полупрозрачный рюкзак-ящик, куда помещаются либо аксессуары, либо ее питомец Чулиан. Сестра, ты что забыла, что в нашем клубе нужно носить свой пакет для продуктов, а не пластиковые ящики? Упс. Раньше у Венеры был эко-шоппер, и, видимо, за 10 лет он сгнил, и поэтому она решила заменить его на стеклянный ящик и будет носить его с собой в школу всегда. На еще одно десятилетие. На ящике есть черепок Monster High, сердце, которое обвивает ядовитый плющ, знак о защите деревьев и символ Peace – мир. В комплекте у новой Венеры также есть розовая папка, и обложка этой тетрадки вдохновлена принтом туники базовой Венеры – Эко-панк. А еще если мы ее откроем, то внутри есть расцарапанный тетрадный лист. Новая Венера – первая кукла Monster High с афрокосичками. Для сравнения я взял любимых OMG с афрокосами. И как вы видите, Венерины жгутики больше похожи на нитки. Дреды у Венеры ярко-малиновые с зелеными прядями. Прошивка у куклы хорошая, паразитов не обнаружено. Копну косичек украшает неоновая зеленая заколка с открытыми мухоловками и свисающей шипастой лианой с розовыми монстр-цветочками. Любимая фишка детства – это выбритый висок, покрытый мягким флоком. Сейчас же промолдированные косички, что тоже смотрится красиво. На лбу прокрашенный baby hair. Новая Венера как будто сменила расу. Теперь у нее такой большой носик. Молот у куклы новый 2022 года. Красивые глаза с взглядом, направленным в сторону. Если присмотреться, в зрачке у Венеры можно увидеть маленькое зернышко, зеленые брови с прорисованными волосками, яркие красно-розовые тени, нижние ресницы подкрашены малиновой тушью, ближе к переносице желтые солнечные тени. Помада ярко-розовая с выпирающими клычками, как у мухоловки. Своими большими зелеными оттопыренными ушками она мне напоминает Грету Гремлиншу. По форме они такие же, как и у первой Венеры, напоминают листочки. В ушках красуются серебряные кольца-серьги с монструозным венериным цветком. Венера
одета в яркую сетчатую кофту с принтом фиолетовых и розовых шипастых корней, а поверх черно-розовую футболку с надписью «Натуральная». Текст в рок-стиле с символом Венеры, маленькой мухоловкой. Топик снимается отдельно на липучке. Зацените Венеру без футболочки. Сетчатая кофта тоже на липучке, и как у всех монстряшек G3, у Венеры есть грудной шарнир. Страсти, мордасти! На шее серебряный чокер, свисающий маленьким кулоном в форме цветочка. Джинсовые шортики с символом Peace и принтом лиан. Поверх альтушеский пояс из цепей, свирепыми зелеными цветочками. И пряжкой, похожей на трендовое лезвие для подвесок. В панк-стиле черные рваные гольфы, на другой ножке имитация сетчатой колготки. Зеленый ядовитый плющ обвивает ботинки Венеры. Сапоги с градиентом из розового в каменно-серый, с промолдированной молнией, резиновыми отверстиями под шнурки. Ну и, конечно, с зеленым клыкастым оскалом. Не такой, как у первой, но приятно, что эта уникальность осталась. Венера гуляет в таких монстро-ботинках на природе, и если эти клыки видят мусор, то они его сразу утилизируют. А чего его бояться-то? Каменный каблук обматывают лианы. У прототипа этой Венеры в комплекте должна была быть розовая кожаная мини-куртка в духе Леди Гаги. Хорошо, что отказались. В волосах не было зеленых прядей, было больше цепей на поясе. А еще вместо батончика должна была быть пачка чипсов. Но Венера у нас за здоровое зеленое питание. Я доволен финальным результатом Венеры, а еще зеленый мой любимый цвет. А какой ваш, напишите в комментариях. Венера расцвела и выросла как пальма, поэтому она выше других своих одноклассников. И как будто старшая сестра первой Венеры. А еще я слышал, что по сюжету новой школы монстров Венера и Клодин вместе. Ау, ты мне нравишься, будем Клавенерус. Венера Макфлайтроп определенно мой новый фаворит Monster High третьего поколения. Друзья, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях, любите природу, заботьтесь об окружающей среде, а если нет, то Венере придется воспользоваться своей пыльцой убеждения. С вами был Бига и Венера. Крепко обнимаю и целую. Всем пока!